Здравствуйте, друзья! Если вы по каким-то причинам не успели или не смогли вырастить рассаду цветов для своих цветников, не расстраивайтесь. Многие из них вы можете посеять семенами непосредственно в открытый грунт, даже в июне. Все представленные видео растения довольно неприхотливые. Они прекрасно приживутся на вашей клумбе и смогут порадовать красивым цветением в следующем сезоне, а некоторые из них зацветут уже этим летом и станут радовать вас до прихода устойчивых холодов. В первом месяце лета в открытый грунт можно посеять разные колокольчики. Среди этого неприхотливого, но очень красивого растения есть всевозможные сорта и виды. Высокорослые колокольчики будут отлично смотреться на заднем плане цветника. Их также высаживают вдоль забора. Средние вполне украсят любую клумбу, а низкорослые, почвопокровные подойдут для подбивки цветников, оформления края садовых дорожек и альпийских горок. Какие бы колокольчики вы ни выбрали, все они красиво, обильно и долго цветут. Клумба, украшенная колокольчиками, всегда выглядит потрясающе. Тем более, что разнообразие красок и форм у этого цветка просто огромное. Чтобы колокольчики радовали вас обильным цветением, их лучше выращивать на хорошо освещенных участках. В затенении цветов будет меньше. Колокольчик любит рыхлый, питательный грунт. После посева посадку лучше прикрыть тонким белым агроволокном и следить за умеренной влажностью почвы. Солнечные клумбы и альпинарии легко украсить с помощью почвопокровной гвоздики. Это невысокое, засухоустойчивое растение с мелкими сизыми листочками, которое хорошо разрастается, заполняя своими куртинами свободные участки в саду. Есть много сортов, среди которых встречаются разные окраски. Особо популярны с махровой формой цветов. Во время цветения гвоздика источает очень приятный аромат, напоминающий дорогой парфюм. Из этого растения также стоит посеять пышноцветущую гвоздику шабо и гвоздику турецкую. Они не менее яркие и эффектно выглядят на любой клумбе. Неплохо растут даже в полутени и очень неприхотливые. Одним из любимых садоводами почвопокровников с красивой серебристой листвой и белоснежным цветением является ясколка войлочная. Ее семена можно также посеять прямиком во влажную, рыхлую, с добавлением песка почву. Заглублять семена не надо. Хочу также отметить, что за летними посевами придется следить, не допуская пересыхания земли. Очень хорошо помогает временное укрытие из тонкого белого агроволокна. Почвопокровную ясколку часто используют в цветниках как растение от сорной травы. Ее плотные подушковидные заросли не дают возможности насеиваться сорнякам и выглядят очень эффектно. Ясколка красива цветами и своей мелкой серебристой листвой. К тому же подобные почвопокровники хорошо сохраняют в почве необходимую влагу. Если в вашем саду еще нет очаровательных и неприхотливых аквилегий, очень советую посадить ее разные сорта. Об этом многолетнике можно говорить очень долго, перечисляя все его положительные качества и лечебные свойства. Аквилегия – это великолепное растение для малоуходного сада. Она станет расти на открытых солнечных участках и в тенистых местах. Ее эффектные и необычные на вид цветы украсят любой уголок вашего сада. Окраски самые разные. Ажурная листва аквилегии выглядит декоративно весь теплый сезон. Есть сорта с пестрой окраской листьев и махровыми цветами. С помощью аквилегии у вас получится красиво украсить даже тенистый сад. Это растение очень неприхотливое и вполне подойдет неопытным садоводам. Перед посевом семена аквилегии необходимо в течение пары недель подвергнуть стратификации на нижней полке холодильника, обернув их во влажные салфетки. Украсить тенистый уголок сможет незабудка. Ее невысокие кустики всего до 30 см. Совершенно неприхотливое растение, не требовательное к почвам и обилию солнца. Станет расти и красиво цвести даже в тенистых местах и под кронами деревьев или высоких кустарников. Незабудки бывают не только голубыми, но и розовыми, а также с белой окраской соцветий. Придать ярких красок своему саду можно с помощью виолы. Некоторые виды многолетней виолы способны выдерживать под хорошим мульчированием до минус 30 градусов. Есть и те, что цветут не только весной, но и весь теплый сезон, до глубокой осени.
Если семена посеять в конце весны, в начале лета, вы сможете наслаждаться цветением уже с самого начала следующего сезона. Иногда цветы появляются даже в конце лета, в сентябре, уже текущего года. Неприглядный забор будет выглядеть намного привлекательней, если его украсить красивым, высоким вербаскумом. Особо эффектно он выглядит в компании с синими и фиолетовыми шалфеями, дельфиниумами и ярко-розовыми люпинами. Его выразительные, удлиненные как свечи соцветия также хорошо будут смотреться на заднем фоне цветника. Для переднего плана подойдут более низкорослые сорта вербаскума, поэтому перед посевом обращайте внимание на характеристики растения, указанные на упаковке. Еще один рослый многолетник, который отлично подходит для заднего плана и прикрытия неприглядных стен хозяйственных построек или некрасивой изгороди, это пасконник. Его также можно посеять в открытый грунт в начале лета, хотя семена пасконника перед посевом потребуют также стратификации. Зато это выносливое растение ярко и обильно цветет, мирится с тенистым месторасположением и отлично переносит суровые морозы. Тем более, что сортов пасконника сейчас очень много, отличающихся размерами и окраской соцветий. Обратите внимание на такой совершенно неприхотливый многолетник, как тысячелистник. Немногие знают, что среди него есть высокодекоративные растения с крупными и красочными соцветиями. На сегодня выведены его самые разные сорта, которые очень ярко и долго цветут. Есть высокорослые и весьма низкие тысячелистники высотой до 20 см. Расцветка объемных щитковидных соцветий самая разная. Большой популярностью среди садоводов пользуется тысячелистник тарника. В народе его еще называют жемчужница. Его белоснежные цветочки собраны в небольшие махровые шарики, что смотрится очень эффектно. Тысячелистник покажет себя во всей своей красе на открытых солнцу участках, однако он станет расти в небольшом притенении. К составу грунта непритязательным, засухоустойчив и никакого ухода не требует. Однако, если ваш сад на территории с суровыми и малоснежными зимами, посадки тысячелистника с осени лучше высоко замульчировать, например, опавшей листвой. Тысячелистники цветут с июля до устойчивых холодов. Однако увядшие соцветия лучше срезать, и не только из-за их неприглядности, но и для ограничения нежелательного посева. Такими растениями очень легко украсить любое место в саду, так как они неприхотливые, выносливые, приспособленные к разным почвам и нетребовательны к поливу. Цветов, которые можно посеять в саду в начале лета, очень много. О других я обязательно еще расскажу, но уже в следующем видео. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Я буду также всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых растений, которые еще не поздно посеять семенами в начале лета. А если это видео было для вас хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк, и до новых встреч на нашем канале.